Всем привет, дорогие друзья! Американский писатель Стивен Кинг, известный благодаря своим бестселлерам в жанре хоррор, уже давно завоевавший звание короля ужасов, заявил: «Путин должен исчезнуть до того, как он всех нас убьет тем или иным способом». Сегодня поговорим о бункерах Путина и можно ли в них не только уцелеть, но и находиться в безопасности. В России еще со времен Советского Союза были такие бункеры. С их помощью можно было управлять страной и армией. Это были закрытые подземные сооружения глубиной несколько сотен метров. Представляли из себя целый городок, включая подземные коммуникации с другими регионами, системы связи, автономное питание, независимое от внешних источников, автономная модель жизнеобеспечения, включая очистку воздуха. Такой бункер способен закрыться и продолжать автономную работу, если на улице разразится химическая, ядерная или бактериологическая война. По мнению специалистов, сейчас такое убежище может прослужить своим гостям в течение года. Это гораздо дольше, чем в СССР, тогда бункер продержался бы всего 2 или 3 месяца. Американцы выяснили, что у Путина есть не менее 5 бункеров. В Москве под Кремлем глубиной 300 метров, по зданиям МГУ, более глубокие на Урале и на Алтае до 2000 метров, менее глубокие на его даче в Геленджике. На их модернизацию и постройку ушли триллионы рублей, которые можно было потратить на более разумные цели, например, на улучшение жизни своего же народа. Глубина бункера Путина под Кремлем чуть больше 300 метров. Он соединяется подземными коридорами с бункером под зданием МГУ, имеет несколько выходов и известен всему миру как Метро-2. Второй самый защищенный бункер Путина находится на расстоянии 1500 километров от Москвы на Урале. Целый подземный город на 300 тысяч человек расположен под горой Ямантау, которую еще называют плохой горой, и он достаточно защищен, чтобы выдержать наземный ядерный взрыв. Его построили еще во времена СССР, чтобы партийное руководство пережило Третью мировую войну и впоследствии был значительно модернизирован. Также есть мини-бункеры, которые имеются абсолютно в каждой резиденции президента по всей территории России, но они не настолько защищенные, как Кремлевский и Уральский. Самым защищенным из дачных бункеров Путина является бункер под его дворцом в Геленджике, но и он сильно уступает двум основным бункерам. Но есть еще один бункер, в котором вероятнее всего и скрывается Путин. Он находится на расстоянии 3000 километров от Москвы в Ангудайском районе Республики Алтай. Под небольшим корпусом санатория «Газпрома» расположен вход в современнейший подземный объект номер 1. На Алтайском подворье к небольшому санаторию проложили 20 километров новой трассы высоковольтной ЛЭП и построили электроподстанцию на несколько мегаватт, которая способна обеспечить электроэнергией город на 100 тысяч человек. Этот самый укрепленный и современный бункер российского диктатора Путина – огромный подземный комплекс, рассчитанный на как минимум год беззаботной жизни. Правда, выйти из этого бункера будет весьма непростой задачей. Да и зачем и куда выходить? В безмолвную радиоактивную пустыню? Вопреки всеобщему мнению, что современное убежище может быть безопасно для российского вождя, бункер Путина, в котором он прячется последнее время, не спасет его и может быть уничтожен в любое время. Об этом заявили американские специалисты, которые провели точные расчеты и утверждают, что любой из существующих бункеров Путина может быть уничтожен. Для этого имеются специальные противобункерные глубинные бомбы, способные уничтожить цель на глубине в 2000 метров. Но насколько глубоко не находились бы бункеры Путина с их многоуровневой защитой, 10-метровыми стенами и потолками из железобетона, существует оружие, способное все это разрушить. Как говорится, против лома нет приема, если нет другого лома. А ломы как раз таки имеются. Существует несколько видов бомб, способных уничтожить бункеры Путина. Доставляют бомбы к цели стратегические стелс-бомбардировщики Б-2 Spirit. В 2017 году началась разработка новой сверхмощной противобункерной бомбы GBU-72, которая в этом году уже принята на вооружение. Ее характеристики засекречены, но она значительно мощнее своей предшественницы GBU-57. Но это все цветочки по сравнению с противобункерными бомбами, которые оснащены ядерным зарядом малой мощности до 5 килотонн. Они также взрываются на глубине, и их заряда вполне достаточно, чтобы создать такую сейсмическую реакцию, которая способна привести к полному уничтожению любого существующего бункера. Для уничтожения Кремлевского, Уральского или Алтайского бункеров будут применяться именно такие противобункерные бомбы.
Все остальные бункеры Путина легко могут быть уничтожены GBU-72 без ядерного заряда. Российское руководство, конечно же, знает о существовании такого противобункерного оружия, хоть и запугивает весь мир ядерным оружием, но применить его все-таки побоится, ведь однозначно будет нанесен ответный удар. А это будет означать и уничтожение России, и уничтожение самого Путина. А он панически боится за свою жизнь, он этого сделать не посмеет из-за чувства самосохранения. Психологическая картина российского вождя уже известна, он труслив. Посмотрите, как он до сих пор сидит от своих ближайших соратников на расстоянии 10 метров и панически боится за свою жизнь, за свое здоровье. Из чего сделаю вывод, что он не способен принять роковое решение. Теперь рассмотрим подробнее оружие, способное уничтожить любой бункер диктатора. Есть несколько вариантов. ВВС США успешно завершили серию испытаний нового противобункерного авиационного боеприпаса GBU-72B весом 2000 кг. Испытание прототипа оружия было сделано с борта F-15 Eagle с базы ВВС Эглин во Флориде. В 2018 году ВВС США объявили об этой разработке в рамках программы, которую иногда называют усовершенствованной боеголовкой весом 2000 кг. В дополнение ВВС США и ВВС Великобритании испытали боеприпас на полигоне базы ВВС Эглин силами 96-го испытательного крыла F-15 40-й летно-испытательной эскадрильи. В ходе реальных бомбардировок учебных целей испытания боеприпаса должны были показать несколько параметров, что оружие может безопасно сбрасываться с самолета для экипажа и точно поражать цель, достигая большой глубины, пробивая более 60 метров железобетона. В испытаниях сначала проверялся модифицированный 900-килограммовый боеприпас BLU-109B. После этого начали испытывать боеприпас GBU-57, а затем GBU-72. После испытаний каждого боеприпаса было признано, что последняя серия GBU-72B была более успешной в своей способности уничтожать цель, чем другие боеприпасы. Снаружи GBU-72B выглядит как увеличенный 900-килограммовый боеприпас класса GBU-31. Однако GBU-72B – более высокоточная бомба с боеголовкой «Бустер». По данным ВВС США, GBU-72 был разработан для поражения более укрепленных, глубоко заглубленных целей с глубиной более 2000 метров. Это оружие разработано с потрясающей эффективностью, с использованием передовых методов и процессов компьютерного моделирования и симуляции до того, как была изготовлена первая опытная боеголовка. В ходе испытаний боеприпаса летальный эффект значительно превзошел прогнозируемый и оказался эффективнее, чем ожидалось, и значительно выше по сравнению с аналогичным устаревшим оружием, таким как GBU-28, 31 и 57. Программа GBU-72 прошла окончательное испытание, и боеприпас был принят на вооружение в 2022 году. Боеприпас GBU-72B обеспечивает улучшенную способность разрушать бункеры или для использования против подобных целей, которые находятся вне досягаемости для бомб серии GBU-31B или не подходят для GBU-57, известных как массивный проникающий снаряд весом 14 тысяч кг. А также глубина использования GBU-72B с пакетом наведения под GPS, а не с лазерным наведением, как у GBU-28B, дает ВВС США возможность наносить удары в любых погодных условиях. Усовершенствованный боеприпас GBU-72 весом 2000 кг предназначен для пробития глубоко заглубленных бункеров и других укрепленных сооружений с последующим взрывом с гарантированной высокой точностью поражения цели, с высочайшей способностью глубинного проникновения и вызовом потрясающей сейсмической активности, сравнимой с землетрясением не менее 9 баллов по шкале Рихтера. Такой взрыв полностью исключает выход наружу из любого укрепленного глубинного бункерного объекта после нанесения удара. Подобный боеприпас также представлен в качестве баллистической ракеты с высокой точностью наведения и может быть использован не только для ударов по бункерам, но и для ударов по шахтным установкам баллистических ракет противника. У Ирана, Северной Кореи, Китая и России на вооружении есть несколько видов крылатых и баллистических ракет. Они размещаются в шахтах или складах в сильно укрепленных горных массивах. Боеприпас, в основе которого лежит поражающая способность GBU-72B, также будет полезен и в таких ситуациях. На базе боеприпасов GBU-72B создано тактическое ядерное оружие глубокого проникновения с мощностью от 5 килотонн. Вот такие дела, друзья. Как видим, против лома есть прием.
И вот в последнее время все чаще раздаются голоса с экранов российских телевизоров и пропагандистских каналов о испепелении мира в ядерном апокалипсисе. Москва пригрозила Альянсу непредсказуемыми последствиями в случае дальнейших поставок военной помощи Киеву. Канал Russia Today и другие СМИ и Лавров начали говорить вдруг об использовании ядерного оружия. Западные разведки, в свою очередь, считают, что пока нет следов приготовления России к нанесению ядерного удара. Ядерный протокол – это непростая процедура даже в условиях такой страны, как Россия. И если вдруг начнутся приготовления к процедуре протокола, то это явно не останется незамеченным для западных разведок. И тут возможен превентивный удар. Западные лидеры, в свою очередь, публично заявляют: в случае, если Путин соберется применить ядерное оружие в Украине или где-нибудь еще, мы оставляем за собой право с другими странами НАТО нанести упреждающий ядерный удар по России. Очевидно, что ядерный шантаж российского руководства провалился. Но беда российского народа в том, что он больше любит Путина, чем себя и своих детей. Когда 20 последних лет тебе с экрана телевизора каждый день говорят о внешних врагах, которые вот-вот нападут. Пропаганда и победобесие заняли главные ниши жизни. Тут уже не до собственного благополучия. И выходит так, что терять российскому обывателю уже нечего. Обнищавшему народу нужна победа над внешним врагом, образ которого придумала для него власть для удержания собственной легитимности. А нам, украинцам, избравшим европейский и демократический путь развития, со сменяющейся властью, которую мы имеем право сами выбирать, есть что терять. И нам с нынешней Россией не по пути, потому что идеал россиян – это дряхлая бабка с флагом СССР, в которой обратно мы не хотим. У нас демократия и свобода. Мы умрем и не променяем нашу свободу на автозаки братского народа. Россияне, думайте не телевизором, а своей головой. Получайте сведения из разных источников. И помните, что Путин рано или поздно уйдет, а вам придется не только платить за разрушенные жизни и города украинцев, но и смотреть нам в глаза после этой войны. Если вы пришли с оружием в Украину, вы агрессор, оккупант, и с высокой долей вероятности будете здесь уничтожены. Только вот во имя чего? И помните, мы, украинцы, на своей земле. Российский агрессор будет изгнан с позором. Любая империя падет и исчезнет. Слава Украине! Слава Збройним силам України!